День за днем в нашей жизни становится все меньше и меньше времени. Мы становимся все более занятыми, и поэтому появляется все больше и больше проблем, которые нас тревожат. В таком быстром ритме жизни наши негативные мысли и эмоции становятся привычкой мышления, хотя большую часть мыслей мы придумали сами, и поэтому мы не можем полностью расслабиться и получать от жизни удовольствие. В этой ситуации нам кажется невозможным создать осмысленный образ жизни, в котором наш внутренний и внешний мир испытывают гармонию и счастье. И большинство из этих проблем можно решить с помощью развития духовных практик, таких как медитации. Всем добро пожаловать на канал, с вами снова Жека, и сегодня мы поговорим о медитациях. И в первой части видео мы поговорим о том, какими преимуществами обладают медитации. Затем мы обсудим, как начать медитировать и получать все преимущества от медитаций. И в завершении мы более детально обсудим, какие три самые эффективные способа медитации. Во время выполнения медитации мы трансформируем нашу нервную систему из многозадачности и занятости в более природное и расслабленное состояние покоя. Ну что, предлагаю начинать. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Поехали! Медитации снимают не только стресс, они еще помогают нам избавиться от тревоги и депрессии, при этом создавая баланс и делая нас более счастливыми. Многие думают, когда материальная часть нашей жизни находится в порядке, то мы уже можем быть счастливыми, но это не так. На самом деле, для того, чтобы полностью быть счастливыми, нам нужно обогащать не только внешний, но и внутренний мир. И если начать развивать свой внутренний мир и свое внутреннее счастье с помощью медитаций, то для того, чтобы ощутить позитивный эффект от них, нам достаточно всего лишь одного – это постоянство. Многочисленные исследования говорят о том, что регулярные медитации улучшают работу мозга, укрепляют память, фокус внимания, а также делают крепче наш сон. Мы живем в те времена, когда нас окружает огромное количество информации, и медитации помогают понять, что для нас важно, а что нет. Мы погружаемся в процесс, в котором мы с каждым днем узнаем себя все больше и больше и понимаем наши поступки и самые глубокие мотивы. Во время выполнения практики медитации мы налаживаем связь мозга и сердца, что помогает осознанности, а также улучшает нашу интуицию. Как только ты сделаешь медитации частью своей жизни, ты непременно заметишь позитивные изменения и начнешь излучать уверенность и спокойствие. Как и любой другой вид активности, каждый раз выполняя медитации, мы становимся более опытнее в них, и каждая следующая практика дается легче и приятнее. Давайте подытожим преимущества регулярных медитаций. Во-первых, они повышают уровень энергии, расслабляя зажимы в теле, которые мы тянем с раннего детства. Во-вторых, они улучшают работу мозга, делая нас умнее и счастливее. А в-третьих, улучшают взаимосвязь между мозгом и сердцем, что помогает развивать интуицию и понять свое предназначение на этой земле. Самое приятное, что эта практика доступна каждому, кто хочет улучшить свою жизнь и стать более счастливым. Если ты хочешь начать медитировать, я бы посоветовал придерживаться совета тибетских монахов, которые говорят, что лучше всего вначале медитировать короткими периодами по несколько раз в день. Например, начинать медитировать по 2-3 минуты утром, в обед и вечером. Затем увеличивать до 5 минут за один раз. После чего можно попробовать медитировать по 10-12 минут за один раз. Очень часто меня спрашивают, когда лучше всего медитировать, но я не могу дать однозначный ответ на этот вопрос. Лично я медитирую каждое утро после зарядки и душа. Мне это очень помогает настроиться на спокойную волну. Иногда я медитирую в обед после спорта, потому что спорт активирует древнюю часть мозга, а медитации помогают переключиться на неокортекс, то есть гениальную часть мозга, что улучшает креативность и аналитическое мышление. Вечерняя медитация меня бодрит, поэтому я никогда не медитирую перед сном. Но некоторым людям это помогает успокоить свои мысли и быстрее уснуть. Тут лучше всего экспериментировать для того, чтобы понять, когда конкретно тебе лучше всего медитировать.
Если ты хочешь сделать медитации регулярной практикой и получить от них максимальную пользу, то первое, что нужно сделать, это выбрать время медитации. После того, как ты определишься со временем медитации, нужно выбрать место, где никто тебя не будет беспокоить, и лучше всего это делать сидя, для того, чтобы не уснуть и быть более осознанными. Лично я предпочитаю медитировать в наушниках, чтобы изолировать внешний шум, независимо от того, какая медитация. Самое главное во время медитации это быть здесь и сейчас, то есть фокусироваться на настоящем моменте. И как только мозг начинает отвлекаться, думать о прошлом или будущем, например, что я сегодня буду кушать или какая погода там на улице, то в этот момент происходит самое главное. Нужно без осуждений, просто и плавно вернуться к настоящему моменту и продолжать медитировать. Если мы начнем себя критиковать за то, что отвлеклись во время медитации, то мы так долго не продержимся. Я, например, начал медитировать в 2011 году, и последние 3 года я занимаюсь регулярной практикой медитации. И до сих пор отвлекаюсь во время медитации. А если бы я себя критиковал, то мне бы уже давно надоела эта практика. Тут нужна доброта и любовь по отношению к себе. При этом отпустить свои мысли и просто наблюдать за настоящим моментом, получая от него удовольствие. На самом деле существует очень много медитаций, но я для себя выделил 3 самых эффективных, и у каждого из них есть свои преимущества. Первый вид медитации – это сканирование тела. Во время выполнения этого вида медитации мы налаживаем связь нашего мозга с нашим телом и позволяем себе расслабиться. Из-за стресса и слишком высокого ритма жизни в нашем теле появляются мышечные зажимы, которые забирают огромное количество энергии. Когда мы сканируем свое тело, то мы начинаем обращать внимание на эти зажимы, и с регулярной практикой мы способны отпускать эти зажимы, что делает нас более энергичными. Второй вид медитации – это концентрация внимания, который, как понятно из названия, помогает улучшить наш фокус внимания. Для выполнения этого вида медитации нужно определиться с фокусом внимания. Это может быть наше дыхание, это могут быть окружающие звуки или даже музыка. При этом мы наблюдаем за нашим объектом без всяких ожиданий, не пытаясь ничего контролировать, а также принимать то, как есть, без осуждений. Например, можно выйти на улицу, сесть на лавочку, закрыть глаза и просто слушать звуки города, как будто бы музыку. И как только отвлекаемся, вернуть свое внимание и продолжать расслабленно слушать звуки. И последний на сегодня вид медитации – это медитация визуализации. Это мой любимый вид медитации, потому что с помощью него можно получить очень много преимуществ. Во-первых, можно телепортироваться и быть там, где ты никогда не был, или там, где ты хочешь. У меня, например, есть мое любимое место расслабления, которое существует только в моем воображении. И когда я хочу перезарядить свою энергию, я отправляюсь туда, и мне становится намного лучше. Во-вторых, с помощью медитации и визуализации можно реализовать свою самую заветную мечту. И это не мистика какая-то, это научно доказанный факт. Научные исследования из области нейробиологии показывают, что практика визуализации помогает реализовать свои мечты. Дело в том, что наше подсознание не видит разницу между реальностью и воображением. Поэтому при регулярной визуализации того, что мы хотим сделать реальностью, наше подсознание находит самые эффективные способы и ресурсы для достижения этого результата. Я очень надеюсь, что у меня получилось разобраться с тем, что такое медитация и как лучше всего медитировать. В следующем выпуске я подготовлю свою личную медитацию. Напишите в комментариях, какую бы хотелось видеть. Также был бы очень благодарен, если вы напишите, как вам новый формат выпуска. И в завершении выпуска хотелось бы сказать, что настоящее счастье не в том, что происходит вокруг нас, не в материальных ценностях, которыми мы владеем, а то, насколько развита наша внутренняя связь между мозгом и сердцем. И если мы мозгом поймем, чего хочет наше сердце, и начнем к этому стремиться, то нашему счастью не будет предела, и медитации нам в этом помогут. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Увидимся в следующий вторник. Пока!